Всем привет, дорогие друзья! Это канал Сам Солнышко Плей, с вами Даша, и сегодня мы начинаем с вами играть в замечательную, прекраснейшую игру под названием Кужлёвка. Действие данной игры происходит в деревушке с одноименным названием, в которую в 1900, по-моему, втором году приземлились пришельцы. Вот. И, собственно, жителям этой деревни теперь нужно выяснить, а что же хотят эти пришельцы. Все события, герои, локации, истории представляют собой фантастический вымысел и что-то там. И запомните, это не трубка. Это трубка же. Не знаю. Поехали. Так. Ой. Осмотреться. Осматриваюсь. Ой. Это кто? Добрый вечер. Слушай, мне кажется, курение тебя убьет. Когда-нибудь, наверное. Блин, очень удобно. Что ты смотришь-то на меня? Кто такой? Слушай, подожди, ну я тоже скелет, что ли? По-моему, нет. Ой, вернулся. Как самочувствие, Потихонченков? Вы можете включить автопроигрывание реплик на меню настроек. Что за идиотский вопрос? Я не чувствую ног уже 47 лет. Фамилия у меня Потихонченков. Вот и живу потихонечку. Подыхаю я. Ну, слушай, я предлагаю быть юмористом. Хорошо, что у тебя чувство юмора сохранилось. Спасибо. Свайные с чувством юмора обычно не возвращаются. Хотя с твоим сроком службы... Один момент. Там, в общем, написано было, что можно озвучку сделать. Вот, язык текста, язык автопроигрывания, да. Так у меня включено. Я просто хочу, чтобы у меня мои слова тоже ну, как это сказать, автопроигрывались, озвучивались. Почему не озвучивается тогда? Ну ладно, давайте будем сами тогда озвучивать. Можешь сказать своему снайперу спасибо, что он тебя вроде как до первой отправки в бой вытащил. Попробуй-ка встать. Посмотрим на твое общее состояние. Я не понимаю, почему они... Или я так вижу? Какое тебе общее состояние? У меня пуля в позвоночнике. Сейчас только вспомню, как это делается. Давай про пулю. А верещишь так, будто бы в заднице. А может и да. Не знаю, ну все, встаю нормально, встаю, все. Че, блин, выпендриваются все. Ну вот видишь, и вспоминать нечего, стоит только захотеть. У тебя в гимнастерочке конверт не раскрытый лежал. Я на столике оставила. Захочешь, погляди. Надо будет чего, я в соседнем вагоне. С ребятами посижу. Какая милая дама. Так я не понимаю, почему я... Так я вроде человек, а она нет. Так, добавлю нам запись журнала, не забудьте ее посмотреть. Давайте посмотрим, чтобы не забыть. Межпланетный экспресс. Санитарный вагон, на котором Михалыча с фронта везли, снится ему часто. Еще до первой отправки в бой снайперские пули сразили. Детали персонажа меняются, а конец всегда одинаковый. Ничего не понятно, но очень интересно. Так, давай посмотрим, что здесь у нас есть. Поднять. Вращать, двигать. Стоп, подожди, там какой-то мужик валяется. Безымянная фотография. Взять. Безымянная записка. Как человек, не только долгие годы упорно сопротивлявшийся системе, но и немало от нее потерпевший. Сейчас я с горечью осознаю, что реставрация капитализма в этой стране будет проходить по инструкциям из журнала «Крокодил». Отечественный капитализм будет скроен не по образцам успешных западных государств, а по унаследованию от большевиков карикатурам. Эта сладкая инфекция растекается по венам неискушенных советских граждан россыпью синих хэбэшных штанов и импортных магнитофонов. И когда первоначальные радости подостынут, а к обывателю придет осознание того, что горбатиться всю жизнь на родную партию все-таки не столь унизительно, как отдать лучше года вчерашнему цеховику, будет уже поздно. У меня почему-то пропадает мой фон. Не понимаю, почему. Очень странно. Приходится периодически его приводить в чувство. Так, посмотреть в журнале. А может, без фона будем с вами играть. Так, давайте посмотрим журнал. Квесты. Ну вот, да, теперь я могу ходить. Встать с кровати во сне проще, чем наяву. Вот записки как раз мы с тобой нашли все записки. Только две, я помню. У меня как-то очень темно. У вас тоже темно? Почему черно-белое? О, вот цветное стало. О, смотри, как красиво. Обалдеть. Стой, подожди, она сейчас не взорвет? Это же земля.
Земля. Стой, а как мы... Стоп, у нас космический поезд? Интересно, как оно ездит. Блин, выглядит пока очень круто. Очень напоминает мне Breath Edge. Слушай, ну вообще очень классно у нас тут все такое. Ой, это я? А почему же я скелетов-то вижу? Я не понимаю. Или они реально скелеты? Открыть дверь. Добрый вечер. Никогда не замечал, что слова «амбразура дзота» звучат один в один, как имя какой-нибудь очень красивой итальянской девушки. Ну вот и выходит очень интересно. Вещь такая жуткая и гадкая, а тут раз — имя прекрасной девы из Милана. Или Генуи. А то даже и Вероны. Прямо сцена. Сталинград, значит, итальянцев в плен берут, а наш разжалобился. Наш же добрый, хотя оккупант пришел, а все равно, гадюка, интересен же. А вот наши дай какому-нибудь шатену курчавенькому папироску разговорить. А тот скажет: а меня дома жена ждет. Амбразура дзота зовут. А тебя кто ждал? Мамка... Ну как, мамка, папка вот не дожил, а имена у них были самые обыкновенные, не амбразура дзота. Никто. Сейчас уже можно сказать, что никто. Что был у тебя по Сталинграду такой разговор? У меня-то? Не, на сопках Манчжурии голову сложил. Ну, прямо как ты примерно. Только что называется, совсем сложил, а окончательно. Знать бы еще, что такое сопка. Холмы вроде бы какие-то. Не, все-таки сопка Манчжурии на красивое имя не похожа. Такая в Италии меня не ждет. Словой какой, колбасьон. Так, посмотрим, у меня такая записочка. План тренировок утром. Я знаю этот пресс-качат, беги, турник, ну вы поняли. Знаем такое, будем заниматься теперь. Спасибо за подсказочку, так сказать. Будем упражняться. Опа! Что это такое? Я думал, там водка. Водка! Так, ну здесь пустовато, ребят никаких нет. Оставь надежду, всяк сюда не входящий. Понял. Оу. Фига, смотри, как круто. Ой. Класс. Ты посмотри, какая красота. Офигеть. Добрый вечер. Ходишь тут, Валера, а у тебя за свет не заплачено. Валера. В смысле, все у меня заплачено. Не может быть такого. А кому это я должен за свет платить? Приватизаторам московским, что ли? В кои-то веке в таком интересном месте оказался. Так и тут счета, цены. Давай вот это. А свет, по-твоему, что? Как его дедушка Ленин провел, так сам по себе и появляется, да? Нет, ну не сам по себе, конечно, но... А ты дедушку не трожь. Не провел бы он так в землянках, жили бы. Электричество народное, народом проведенное, значит, и деньги за него народу, без всяких-то непонятных контрагентов. Ну хорошо, комсомолец. Буду по случаю в Италии, всем так и передам. На капремонт римских дорог слать лично Юлию Цезарю. Ну правильно, а чё нет-то? Так, подожди, а чё это они все про Италию говорят? Одни итальянцы тут какие-то. А мы кто? Мы же обычные русские пареньки. Ну-ка, что тут? Так, аптечка, еще какая-то. Блин, музыка такая приятная. Кайфово. Опа, пацаны, а что это мы тут водочки распиваем? Стучаться не учили? Ну не Нет. хами. Будто б Натуре. каждый день гости заходят. Конечно. А гостям ты не надо. давай тут, не понебратствуй со всякими. Так, подожди. Прощение. Не, мы никуда не пойдем. Да я ж как-то полюбопытствовать, по-товарищески. Чего тут любопытствовать? Ты вообще понимаешь, что маньчжурская операция — настоящий триумф Красной Армии? А мы умудрились при этом жизнь отдать. В И смысле, они американцы, гады, теперь еще и рассказывают всем, что сами войну выиграли, уничтожив к херам 2 мирных города. верят? Есть Слушай, такое. дурень, это оставь-ка. Я про американцев плохо говорить не дам. Нам бы знаешь, как туго пришлось бы без ленд-лиза да без второго фронта. Кстати, ты пуговку-то на гимнастерке своей посмотри. А? Где она сделана? Город Чикаго где? Под Магаданом или, может, под Тулой где-то?
Жаловаться на цену победы стыдно. Ну тебя. Подержи. Да, и я что же, ничего не отдал, по-твоему? Иной раз мертвым завидовал. Особенно поначалу, когда единственный живой мужик на селе. Да и тот наполовину выключен. Ну вот я бы вот так ответила. Все, мы Вы угостите, ребят? Чем-нибудь. Че они тут пьют? Слушай, они какие-то это все. Пару фразочек сказали и все. И больше не хотят со мной дружить. Так, слушай, у нас тут банка тушенки. Тушеная говядина написано. Блин, ну игра пока очень круто выглядит, реально. Тут и шуточки такие, и сюжетик прям неплохой. Добрый Это вечер. я смотрю на борщ? Или борщ смотрит на меня? Знаете, откуда это? Это из Джокера. Это, как он там говорил? Зачем Это со я мной им? что-то не так? Все равно Или это прольется. весь мир сошел с ума? Что-то хотел? Слушайте, я хочу понять, где я и что со мной произошло. У нас с тобой что-то было? Что может быть у меня, такой молодой и красивый, с инвалидом? Чё, блин? Ты себя видела вообще-то? Ты... Кость. В смысле, о чем речь? Ты не просто старая, ты хуже того, мертвая. Я же тоже имею право на натуре. Иметь Чё за дела? право и действительно что-то иметь. Вещи разные. Лицо у тебя... Слушай, мне кажется, люди, когда они мертвые, они все примерно одинаковые. Будто бы лицо знакомое. Но, если знать не хочешь, так хочешь. Сам вспомню. Поняла? Ну попробуй. Ложные воспоминания – верный признак старческой деменции. Мне еще далеко от этого, не надо, пожалуйста. Слушай, борщец он тут есть, а он же это, он что-то в раздумьях каких-то. Подожди, а что это? Это вагон-ресторан, если вы не поняли. О, пюрешка, да с котлеткой. Слушай, подожди, а почему у него большая тарелка и большая порция, да? А вот у него прям масенькая, как бы, child food. Понял, да? То есть ему детскую порцию Макдональдса Да? так. Да. Да. Товарищи, борщ-то приличный подают. А вы тоже с фронта. А вы тоже с Ага. фронта. С трудового. Так. Все ясно. Вот вы это та самая номенклатура и есть? А чего вы в одном вагоне с погибшими на фронте оказались? Да, вопрос хороший. Есть-то за тебя кто будет. Родина борщ произвела. И если он никому не достанется, все, кризис. Мировой катаклизм. Мы не виноваты, что только на нас и хватило. Так что они мои мозги пудрят? Мозги пудрят мне, не понимаю ничего, что не понимаю. Молодой человек, сыграть не хотите? А не голос ли это знакомый мне? Ну-ка, давай М-м. поговорим. Ну, надумали? Я еще не знаю. Ай да, на что игра не моя. На что игра? Исключительно на интерес. Это ж Всеволод, нет? А нет, знаем эти казарменно-брачные хитрости. Вы сперва обозначьте, в чем ваш интерес заключается. Да, пожалуйста. А, все-то вы знаете. Интерес мой упирается в то, что вы сейчас можете предложить. А предложить вы можете немногое. Душу вашу, например. Так, это что такое началось? Никаких душ. А в глаз тебе не предложить, гуляй. Высокая ставка, такая игра мне не понравилась. Гуляй. Оставляю за вами право передумать. Это хорошо. Не, это не Всеволод, но это очень знакомый какой-то голос. Очень знакомый, надо посмотреть потом. Так, что это такое? Че это привязалось ко мне? Что это? Что это такое? Что за нить? Ты видишь? Смотри. Что это за нитка? Что надо сделать? Так, что у тебя там? Подожди. Да подожди, у него шестерка червей, валет червовый, король крестей и еще что-то. Так. А кто ходит сейчас, я не понимаю. Слушай, у них какие-то хорошие картешки. Очухался, Товарищ. Валер. Это Валера, я дам.
Словно. Это хорошо, Валера? Да не совсем. Ты мне нужен в полной боевой готовности. Безо всяких там условностей. Ага. Сейчас мы сволочам перца давать будем. Каким сволочам? Как-то это на боевую тревогу не похоже. Сидите себе, в картишке режетесь, да чаи гоняете. Да. Тебя ждали, Валера. Вот ты-то нас всех сейчас и спасешь. Ну что, готов? Нет, пока. Прошу предоставить минуту времени по приказу вышестоящего начальства, обязан продегустировать борщ. Поторопись, Валера. Времени в обрез. Так, все, подождите. Дайте борщ. Можно борщ, пожалуйста? Только не борщ, а вино или виски. Коньяк, водка, что у вас Чего есть? желаете? Только не борщ. Водочки. Мне казалось, что это санитарный поезд, но я не помню ничего подобного по пути с фронта. Водочки, конечно. А вы сразу глаза залейте. С пьяну-то жизнь херово видно. Вроде и жить полегче. Не, ну глаза-то я не хочу, щипать будет. Водочки дашь мне? Нет, я не вижу. О, хорош. Пацаны, пойдем гулять. Тусовки, музыку, пожалуйста, господа. Ну, надумали? Давай сыграем с тобой, надумала. Давай. Ну типа я бах. Шашки. Так я ж умею в шашки играть, он меня не выиграет. Я профессионал по шашкам. Нет, пусть ест. Зеваете, товарищ. Не надо, все было продумано, задумано до тебя. Смотри. Вот так. Вот так. Я ж вообще шахматист и шаш. О, смотри, раз, два. В смысле, я могла вы... Чё, угорать, что ли? Я вообще-то вот так вот и вот так планировала съесть. Не, товарищ, так не пойдет. Смотри, окей, мы поставим сюда. Мы сейчас закроем ему все ходы просто. Чтобы он не смог ходить. Мне кажется, я сейчас себе ходы закрою. Хотя... А вот как он так 2 хода сделал? А почему я не могла сделать 2 хода? Дайте-ка назад. Так не пойдет. Это нечестно было. Это было нечестно. Подлец. Смотри. Вот так надо было нажать. Все, я разумела теперь. Подожди, я вот его съем, он пойдет назад. Давай теперь сюда. И сюда. Так вот, стой, назад нельзя ходить? Вот я не могу назад повернуть. Чики-брики и в дамки. Чики-пуки, блин. Собака такая. Блин, я не могу. Я сейчас тоже дамок наделаю. Ой-ой. Не переживай. Ой-ой-ой, да, смотри. Оп. Смотри-ка, оп. Смотри, вот так вот. Все. Кусь-мусь. Да в смысле? Да и кто так шахматы? Ой, шашки играет еще. У меня сейчас куча дамок будет. Чел, ты труп. Смотри, оп. Вы, вероятно, гадаете, что вам делать с моей душой и как забрать свой выигрыш. Увы, никак. Души у меня давно нет. Спасибо за игру. Обманщик обдурил. Ой. Что это такое? Что происходит? Это нормально вообще? Что, шахматы-пылесос какой-то, что ли? Тоже мне нашелся умник. Играть научись. Действительно, стой, а что произошло? Что? Посмотрите, в журнале, а тут ничего нет. Стой, а тут, может быть, всем надо что-то помочь? Не знаю. Да куда мне с таким ранением бегать? Действительно. Я на shift просто нажала, он отказался бежать. Так, ну ладно, братцы, я, в принципе, наверное, готова. Ну не что, знаю, на что. готов? Ну да. Да. Поехали. Что происходит? Потихонечку. С
Скорее вставай за пулемет. Подъем. О. А, это направление, поняли. Цели. Что надо делать? Стоп, так оно не стреляет. Нет, Валера. Я Дефицит. Понедельник, за пуль не заходи. В смысле? Что, с ума сошли? Пробуждение. Нормально. Пока вообще ничего не понятно, очень интересно, реально. Акт 2. Прибытие. Прибыли куда-то. То есть вы готовы? Так О. сказать, для вас это большим удивлением не будет. Баба Галя. А я не удивляюсь, а я только интересуюсь. Один раз видела, он завис около сосны, а я хотела подойти. Но потом подумала, я говорю, а вдруг они у Что меня такое? улыбнутся. А, это мне снится. Можете переиграть пройденный квест в меню журнала. Да нет, нам не надо. Что это? Курить охота. Курить вредно. Так, реклама, двигатель торговли. Кужлевка, новая яркая точка на аномальной карте России. Там он Гитлер, кстати. Ну давай. Затянуться. И сколько надо курить? Я буду до талого до конца. А, она, смотри, она автоматически восстанавливаемая сигарета. Смотри, технологии дошли. Ой. А, нет, скурился. Ну ладно. А похмелиться бы. А давай. Водкой, что ли? А воды нет? Ну, по-моему, это водка. Ну да. Ну ладно, давай. Бахнем. Нормально опохмелились. Че еще хочешь? Как еще хочешь себя убить? Где у тебя наркотики тут лежат? Ужас. Наркотики зло. Курение и алкоголь тоже, ребят. Так, стоп, что происходит? Кто это? Сосед, что ли? Кто Михалыч жив? это? Да. Мертвее бивал. Телевизор-то цел. Только-только раз в жизни приличную вещь купил. О, совсем плохой. Нормально. Какой тебе телевизор, дядя Валер? Ты радуйся, что жив остался. У-у-у. Было бы еще где жить. Дом-то теперь на какие радости чинить? Да у любого из нас поживешь. Нашел о чем беспокоиться. Я тогда не понял. Мужики, это что такое? Это- Спутник. Как пить дать, спутник упал. А что, правда спутник, что ли? Так бывает разве? Бывает, бывает. Лет 10 назад наш в Канаде свалился. Ну, Ну, здрасте. хоть спутник, хоть твердь небесная. Главное, все живы. Во-во, Товарищ про милиционер. хреновину эту, что думать-то? На металл давай дернем, тут же 1150 будет. Степа, машинку подогнать, командуй, бляха-муха. Сейчас я тебе скомандую. Спутник все равно казенный, даже если и упал. Так он какой-то не наш, не советский. Ну вот, не наш же, ёкарный, можно пилить. Пилим. И правда идея. Спутник не наш, спросу нет. А нашим демократам Буш сейчас все портит, а Обама в подъезды сыт. Вы сперва разберитесь, что это. Что за мана небесная меня чуть не пришибла. А там хоть пилите, хоть музей продавайте и вообще. Хотели страну свободную? Нате. Приватизирую. Ну-ну, не надо мне тут международный конфликт. Хватит с нас. Стёпка, сообщай в город. Я, конечно, понимаю, что теперь приватизировать можно что угодно, от сортира до ракеты. Но надо же сперва хоть знать приблизительно, что это такое. Осмотреть. Не бывает же так, чтобы ни одной буквочки, ни одной made in. Вдруг это не спутник никакой. Вон, будто бы даже вход у них. А что? И правда. Вдруг не спутник. Вертолет новый. А там Матиас Руст какой-нибудь с управлением не справился. Или космический Зиганшин с товарищами додрейфовался. Да на металл давай попилим и делу конец. Нету там никого, спутник американский. Да прекрати, нет. Клим, посмотри ты. Один Клим дело говорит, а вы все языками чешете. Давай, Климка, поглядим уже сплав какой ценный. Не, Клим. Васька, ты тут один сельский интеллигенция. Пойди, что ли, парлеву, скажи, если кто живой. Ну, Степан, ты загляни как представитель. Давай. Ха! Степка, давай. Ну, конечно, как в сраку лезть, так сразу представитель. Посадил бы кого за самогон разок.
Знали бы. Не надо тут никого сажать. Кстати, самогон. Спасибо, что напомнил. Участковый Белов! Hello! Так, стоп, можно мне... Гутен так! А, налить. Момент, подождите, мне нужно выпить, потом смотреть все это. Оп. Опа! Никому не двигаться. Что за таке? Что это вот? О! Смотри, телевизор мне починит сейчас. Это апгрейд. Сейчас спутниковая тарелка появится. Михалыч, понимаешь, что это значит? У меня теперь много каналов. Что мне 200 рублей расхерачили, а ты рад. В душе не ведаю. Я думаю, что это что-то вроде инструмента связи. Может, этот телевизор был самым подходящим устройством вывода, что ли? А кто ж знает-то? Вдруг внутри тарелки никого вообще нет? И это бандероль такая. Ну, как бы зонд. Нет, может быть, и не американский спутник. Может быть, да. Сейчас, подождите, еще Покопайся в телевизоре, глядишь, свяжемся с обитателями тарелки. Да, сейчас покопаюсь. Момент, пацаны, сейчас подзаряжусь немножко. Надо ж это, как это, знаешь, говорится, без бутылки не разберешься. Ой, вот что-то... Что-то запел, смотри. Привет. Проника, язык. Чё? Объект сделан, компьютер, предназначение терминал. Вот новых слов для передачи информации. Аппарат-переводчик. Отправлять 3. Самогон подчинится мир власти НЛО. Так далее. Тонкий сеттинг, настройка, треугольник. Человек осуществляет ввод данных. Вы. Шанс успеха. Новые слова. Шанс... Что? Приветствие. Самогон мир. Обрисует то, что... Отправить? Расчет критическое событие активировано. Показатель успеха. Новый рекорд. Чё? Сообщение исказилось во время отправки. Что? Чё, я не поняла? А пускай все-таки Клим зайдет. Вася, дёрнешь теперь? Ну что, Степан, зайдешь? Блин, я даже не знаю, кого отправлять. Ну, не, Клим это бесполезно. Он как бы просто обычный чел, который хочет на металлолом сдать, в общем, денег заработать. Васек, ну Васек умный, его терять не хочется, так что пойдет Степан. Степан, вперед. Ну, мужики, давай, будьте пока. наготове. Давай. Некому будет нас сажать потом с пацанами за самогон. Все, Степан, пока. Эй! Степан! Ну все, с Степаном все. Степана выпустите, черти! Блин, слушай, мы так-то полицейского. Васек! Ружье, говорит, бери, ружье, стреляй в них. Стреляй, не дай Степану увезти, Степан нужен еще. Все-таки человек закона. Ногу прострелил! Опс! Фу ты, не царапинки. Так у него так Соль силовое же, поле было. Клим, а ну не вопи, дура. А штаны мне новые кто теперь купит? Рухли ты старая. Так, А пацаны, участкового нам нового где купить? я буду вам Думай вашу давай, новую как его теперь участковую. вытаскивать. Не парьтесь. Что делать-то теперь? Подождите. Давай... Что я сделал? Вентилятор нажал. Еще, может, Степка выйдет? Степан? А чё вы на меня так смотрите-то? Волосы! Волосы выросли! Степа, что они с тобой сделали? Кто там? Омолодили. Свет там. Свет. Ничего не разобрать. Как в сон провалился. Выхожу, а уже и спина не болит. И волосы. Вон. Так, можно я зайду тоже, А пожалуйста? с ним что? А у меня что-то есть плохие какие-то? Постреляли мы немножечко. Чего страшно, споткнулся. Так, плюхнулся, что штаны лопнули? Ну, бывает так. Да чего вы на меня так смотрите-то? Стёп, Степ, ты ты какой домой бы другой. сходил? Жене показался. Ты пойди жене покажи, что ли, вот. Ты точно ничего не видел? Там хоть был кто-то? Там кто-то был. Это точно. Я это чувствовал. Слышал их будто даже. Шебуршал там кто-то, переговаривался. Но ничего не видел, хоть убей. Но там кто-то был. И это точно. Я это чувствовал и слышал. Ну, Интересно. сколько их было? Не знаю. Больше одного. Степан, ну ё-моё, Шумел ну ты там в органах кто-то. работаешь, ну. Говорил будто даже.
но не по-русски как-то. И не по-американски. Хотя я не очень разбираюсь. Вот Васька бы понял, может. Блин, надо Вдруг было Ваську японцы. отправлять. Японский уж точно не учил. Ладно, мужики, домой пойду, жена волнуется, наверное. Слушай, я лучше с тобой схожу, а то не поверит. Да что, она сама, что ли, не вспомнит? Меня как на 20 лет отмотала. Вы только ничего не трогайте. Я скоро приду. Ах! Так, надо было Ваську отправлять, короче. Клим, рана-то у тебя не смертельнее. Похуже видали, не симулируй тут. Пусть оба идет, а вы мне сейчас тут нужнее, мало ли. Степан, захвати Райн, бери эту бродягу с собой. Мы с Тамарой ходим по... Забирай его с собой, надо его подлатать немножко. Все, давай, проваливай. Михалыч, слушай, я тоже туда зайду. Куда? Надо же все узнать. Ты что, дурак, что ли? Ты сумасшедший, что ли? Никуда ты не зайдешь, сиди ровно. Вчера он буквально про Чернобыль передачу смотрел. Мало ли чем там фонит. Откуда столько энтузиазма? Ну-ка, сиди на месте. Михалыч, ну это же они, точно они. Если бы они с каким злом пришли, мы поняли давно. Внеземная цивилизация, подумать только. Вась, по-дружески тебя прошу. Натяни на эту бандуру какое-нибудь покрывало, пойдем спать. Невозможно же. А разве не бывает? Вот сейчас и узнаю. Михалыч, нажимай. Фу. А, так я вот сюда нажимал, да? Ты серьезно, что ли? Подожди, давай что-то поузнаем. Подожди. Знакомство, зубрила, знание, земля, учитель. Земля, знание, учитель. Я не знаю, что отправляем. Тарелку. Я не понимаю, как это должно быть. Знакомство, зубрила, тарелку, учитель. Давай вот так попробуем, я не знаю. Критических событий не произошло. Шанспик 93. Сообщение доставлено без искажений. Смотри. Подсчет новых слов 6. Инициализация словаря. Текущие очки знаний 10. Я не знаю, что я сделала. Стой, я же ничего не нажимала. Куда он Поверьте, мы ничего плохого не желаем. Мир! Пис! Товарищи инопланетяне, мы Пис. развитая, мирная, с недавних пор даже демократическая А цивилизация. вдруг он лысый выйдет? Ну, типа они наоборот, знаешь, поменяются. Того сделали волосатым, а это лысый окажется. Что это? Я не могу нажать. Что происходит, вообще не понимаю ничего. А мне туда можно будет зайти, интересно? Так, ну, Васька. Михалыч, это сенсация. Это же самое важное событие в истории. Гляди! Ой, Васек, ну что ты, блин, а? Как обычно. Что это? это их система. Найти бы. Так сходу и не разберешься. Надо в технику молодежи или вокруг света писать. А то и в НИИ какой-нибудь. Погоди. Это мы все же с компетентными людьми выяснять будем. Сейчас надо хоть Степана дождаться. Сдремнуть бы хоть часик. Останься, Васька, у меня. На печи поспишь, а то мало ли. У кого ночью руки на социалистическую собственность зачешутся. А ты где спать собираешься? Да я прям тут посижу. А я на креслице прикорну, не привыкай. Вздремнем, значит. Давай. Шуму-то завтра будет. Но на то оно и завтра. Какие они, интересно. Когда покажутся. А спрашивают, что будут. А мы им что скажем? А мы им водочки нальем Вот спросят они, и выпьем. кто ваши герои, кому верите, на кого равняетесь. А мы чего? Ой. Про Язова, Пуга расскажем. Ну кто из последних? Спи уже. Про Ельцина. Может, Ельцина им сразу предъявим? Есть же в нем что-то. Этот хоть в людей не стал стрелять. Пока что, ой, не знаю, я. Товарищ Сталин все спит. Про Гагарина расскажем. Леонова. Может, они их так знают уже? Спи, Васька, спи. Про Гагарина расскажем. Стоп, куда водочка-то полетела? Стоп, они меня хотят засосать, да? Меня засасывают меня. Ой, не к добру. Ой, не к добру. Хотя, может, алкоголизм вылечит. Так-то норм. Акт 3. На сопках Маньчжурии. Ого! Смотрите, какая красота, обалдеть.
Где это я? Бамбук какой-то. Здесь панды, наверное, есть. Бегать могу. Ой, там кто-то стреляет. Но нам, наверное, вон в тот дом нужно идти, нет? Солдатик, помоги мне, эй! Ну я же вижу, ты здесь! Шестым глазом вижу! Пнуть, перевернуть, конечно, зачем пинать, не надо. Оп. Я уже заждался, ядрёна вошь. Спасибо, Валера. Все как в тот раз. Знаю. На нас и с этой-то стороны никто смотреть не хочет. А с той, так вообще. А ты прямо руками полез. Ты кто Уважаю. такой? Смелый был парень, не брезгливый. Хотя и не в меру любопытный. Не полез бы неведомую зверушку смотреть. Никакой снайпер бы в тебя не выстрелил. Хотя выстрелил бы, конечно, но обстоятельства были бы не такими нелепыми. Ну ладно, не будем о грустном. Как жизнь-то? Был? Ну-ка, погоди. Это еще почему был смелый? Я, если честно, будет не струхнуть. Херово. Лучше быть не могло. Такие дела творятся. Оставь это. Тут-то тебе перед кем бравировать? Мы не молодеем, Валера. Вечно Валера. молодым и прямоходящим можно быть только во снах. Ну, а как делишки, если уж по делу говорить? Другого ответа я и не ожидал. Ты рад меня видеть, Валера? Я не знаю, кто ты. Просто счастлив. Не обижайся, но я больше радуюсь возможности пройтись. Да ну тебя... Прекрасно тебя понимаю. Я сейчас тоже не очень-то и часто пользуюсь возможностью погреться на солнце. Нам, думаешь, так здорово на илистом дне? Че сказать, такой шкраб велеречивый. Да, Дай давай папиросочку. Я тебе все и расскажу. Какой папиросочку? А то тут разговор такой основательный. Тут даже не поговорить. Тут покумекать надо. А ты во что собрался курить, я не понимаю? Нет у меня папиросочки. Какой тебе куда курить? Тебя видел, тебя любит. Короче, ну вот это мои мысли просто он читает, Вам поэтому... Бог что завещал? Не суди. В общем, давай, сколдуй как-нибудь мне сигарету, а то я с мыслями никак не соберусь. Что? И ничего интересного тебе не скажу. Я детям не даю сигареты, нет. Ну и где я вот тут сигареты найду? Блин, серьезно, надо вот сигареты искать? Такой деловой колбасен. А где? Ну давай скрутим, я не знаю, вот трава какая-то. Только надо найти какой-то листок наверняка, поднять камушек, убрать. Ну, камешек нам не надо, нам нужна травка, по сути. Какая-нибудь. Я даже не понимаю, что тут нужно делать. А, стоп, скурить бамбук есть выражение. Может быть, бамбук ему нужно дать? Я не могу прыгать. Давай попробуем бамбук взять. Нет? Он бамбук не берет. Ну и где сигареты? Я тоже не поняла, где. А! Что это было? Что это? Это меня подстрелили, что ли? Что такое было? Не поняла. Это просто было так неожиданно, что я аж перетрухала немножко. Вот бамбук. Но с ним ничего нельзя делать. Листочки какие-то летают. Там стреляет кто-то. Волков боятся, в лес не хотят. Правильно. Пойдем в лес тогда. Где ему папироски найду, действительно? Ау! А, это меня подстреливают, понял? А где я тебе найду? Где я найду? Скажи мне. Давай через воду пойдем. Не, ну а куда еще? Возможно, вот в доме просто валяется. Сейчас проверим. Подсказок-то никаких нет. Мы с тобой 2 стороны сходили, подстрелили нас. Единственный вариант вот. Вот. Так. Взять серп и молот. Это... Ага. Это я люблю. Подожди, а... Стой, не-не-не, вот это сверху должно быть. Вот это в уголочке. Потом... Я умею такие штуки делать, вроде как. Так, потом...
вот этот край, это вот... Это вон тот, получается, край. Вот так вот, да. Подожди. Вот эту надо вытащить просто вниз ее. Как-нибудь. Вот так вот. Теперь вот это поменять с этим. Вот. Фига я какая вообще, ты видал? Красотка. Стой, подожди, так я ему еще сигаретки не принесла. Так, папиросочка. А, так это вот мой дом. Подождите. Так, здесь какое-то сюда историческое. Здесь ничего не понятно. Может быть, я рано сделала, хотя, может быть, это было единственное место, где можно взять сигаретки. Ну ладно, давай пойдем туда. Блин, как-то неудобно получилось. Сигарету-то ему не дал. Ой, что это такое? Вращать. Мне червонца отдавай, желание загадать. Интересно. Опа! Дядюшка Ленин везде. Ленин. Ленин. Валера, я Ой. кто для тебя? Мелкий бес. Не знаю, давай. И это твоя благодарность? И это твоя благодарность? Простите. Простите, простите. Господи, что происходит? Подождите, я еще не все смотрел. А, сюда нельзя. Что-то оставил мне какой-то портсигар. Ну все, значит, нормально было. Так, сигарету мы нашли. Сталин дал папиросочек. Какой молодец. Какой добряк. Все, снесем назад. Блин, какая-то наркомания, но очень интересная. На самом деле. Так, дружище, нифига ты как забрался сюда, Что еще? Ах, спасибо. За это не благодарят, но все равно. Спасибо. О, черт, совсем забыл. Огоньку-то нет. Михалыч, посмотришь тут где-нибудь? Началось. Хе-хе. Шучу, шучу. Не смотри на меня так. Валера, ну вот почему ты, человек, мечтавший об университетском образовании, оказался заперт в этом вертепе алкоголика? В смысле, я не алкоголик? Напрасно ты с вертепом. Здесь Васька есть. Хотя бы с ним можно обсудить что-нибудь интеллигентное. Детки светлые подрастают. Не так все плохо. Я в будущее с надеждой смотрю. А можно без этой демагогии узнать, что ты мне хотел сказать? Да, давай. Ну, Васька совсем неплохой парень. Ты в нем не ошибаешься. Но и Климушку с дерьмом мешать не нужно. Кто Он мешает? тоже человек. Тоже может быть по-своему прав. Я Обидеть Климушку вообще не алкоголика, трогаю. я тебе скажу, проще простого. Может, неплохо бы извиниться? В смысле, а что я Я сделала? как-то с раз в Климушкой, пылу не помню. сказал любимой женщине: будь ты проклят. А на следующий день так стыдно стало. Эх, Потом в трамвае чертяка. папа увидел. Не постеснялся, подошел, спросил: а что будет, если человека всерьез проклянешь? А поп знаешь, что ответил? Ничего, говорит, не будет. Только извиниться неплохо бы. Вот и вы Правильно. Клима не унижайте. Не давайте вас рассорить. Кто не прав, тех воспитывать надо, а не топить. Так я Климушку вообще не трогала. Ты ж древняя, беспозвоночная. Вообще, эта история из моей жизни. Где там больно много. Будь ему наука, чтоб не думал, что он тут сам умный. Не побил же его никто, в конце концов. Да, извиниться надо. Ну, ладно, давай. Короче, я хочу сказать, что на твоем месте во многих ситуациях повел бы себя точно так же. Если бы меня спросили, мой ответ был бы однозначен. Да, Валерка делает все так, как надо. А какая редкость в наших широтах, согласись, делать так, как надо. Продолжай в том же духе, родной. И помни, Спасибо. время перемен откупоривает все бочки с жидкостью. А жидкость имеет обыкновение заполнять возникшие пустоты. Посему имей дело с твердой материей. Понял, нет? Здесь это как-нибудь без тебя, Раш.
Спасибо за совет. Не затягивай с визитами, я же уже успел соскучиться. Ни жена, ни родители во сне не приходят. Так ты хоть приходи. Одно говно снится. Ну, конечно, приду, Валер. Я и сейчас не один пришел. Этот японец тоже здесь. Вот он. Какой? Вон в тех зарослях. Видишь? Где какой японец, не понимаю. Ой! Оу! Меня опять посмотрели. 3-й раз. Значит, 4-й. Акт 4. Эксперименты. Ну чё, Михалыч, началось. Теперь наша Кужлёвка станет самым важным местом на планете. Да? Сейчас народ со всей округи сбежался. Завтра из Москвы приедут. А послезавтра здесь будут лучшие люди человечества. Я вот всю ночь думал и вспомнил. Был дядька один, Посадос или Посад, ну не помню уже. Теоретик один, троцкист. Угу. Так, а шо? Так, ладно. Что? Какой Мне в теоретик? институте книжка одна его самиздатовская попалась. Он там как раз писал, что средства межзвездного передвижения, подобные этому, могла создать только коммунистическая цивилизация. Значит, Да? к нам прилетели коммунисты. Он там еще что-то про ядерную войну и разумных дельфинов рассказывал, но не знаю. Это ведь похлеще ядерной бомбы. Когда весь мир узнает об этом, вся выстроенная мировым капиталом система угнетения сама по себе рухнет. К нашему муравейнику прибыли по-настоящему разумные существа. Угу. Этого мы наверняка не знаем. Случится еще может что угодно, так что остальных надо бы держать на расстоянии, пока что. Это все, конечно, хорошо, но нет бы нам сперва воды стакан выпить, зубы почистить. Так, значит, надо поскорее всех и каждого к этому делу приобщить. Впускай, народ. Так, давай зубки почистим. Да, зубы почистить непременно. У тебя порошок зубный оставался? Слушай, наверняка Тебе тоже надо. есть. Нельзя космических коммунистов с перегаром встречать. Хорошо, понял. Понял, принял. С гигиеническими процедурами закончили. Ну, так что думаешь? А я думаю, что мы вернемся к этому разговору в следующей серии. Да, блин, игрушка вообще бомба. Будем продолжать играть. Спасибо большое за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте. И всем пока-пока.